Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас агрогороскоп с 26 по 28 июня 2021 года. Напоминаю, время московское, и это время уже убывающей луны в знаке Водолей. И начинается это время 26 июня с 17 часов 10 минут и до конца суток. Делаю акцент. 26-го с 17 часов 10 минут. Не ранее, ни в коем случае этот день не засчитывается весь. У вас очень много вопросов, именно связано с числами. 26-го с 17 часов, пожалуйста, это время Водолея. Можно даже чуть-чуть раньше. У нас здесь будет переход из знака Козерог, так что некоторые работы можно будет продолжать. Это связано с заготовками и так далее. Ну, давайте будем более подробно. Посмотрите, у нас до 26 числа в Козероге есть видео на эту тему. Вернемся к Водолею. Водолей будет 27 июня все 24 часа. И снова же момент 28 июня с 0 часов и до 20 часов 52 минут будет Луна находиться убывающей в знаке Водолей до 20 часов 52 минут. Считаем грубо 21 час. До 21 часа мы не проводим другие работы, которые касаются уже другого знака. Итак, обращу внимание, вы знаете, что Водолей нельзя поливать, посевы. Давайте еще раз прямо с этого момента и начну. Итак, нельзя в Водолее сеять любые семена. Наши зрители уже убедились, что при посеве Водолея растения, да, и всходят, и вытягиваются, и даже зеленые, но урожая от них не получишь. Поэтому в это время Водолея, вот этот период с 26 с 17 часов и до 28 до 21 часа никаких посевных работ не проводим. То же самое с посадкой рассады или саженцев садовых растений. В Водолее я пробовала столько раз. Да, высаживаешь, да, как будто бы зеленое стоит, но потом это все то ли засыхает, то ли потихонечку медленно погибает, но оно не живое. У него нету той программы жизни, которые дают другие знаки. Именно знаки, которые отвечают за плодородие, за жизнь, за здоровье растений. Поэтому у Водолея не высаживаем рассаду никакую. И никакие садовые растения тоже не высаживаем, не пересаживаем. Цветочные для цветоводов то же самое, даже не пишу колоночку, это абсолютно для всех, для садовых, для цветочных, для комнатных, для овощных растений. Это время вот этих дел, затишье, просто отдых, время отдыха вот посеву посадок. Следующее, очень важное, с которого я всегда начинаю, это поливы. В Водолее растения заняты дыханием. Дыхание очень важный процесс. И вот неспроста вот так вот распределены вот эти космические энергии по знакам зодиака. Каждый период растение чем-то определенным капитально занято. И в данном случае занято растение дыханием. Поэтому не заливаем. Если даже дождь идет, медленный такой, тихий, спокойный, то это никак не влияет особо на растения. Мы же сразу же после дождя выходим с сапкой, грабельками и пускаем воздух, распечатываем почву, чтобы корни дышали. Но залив, как это делают многие, просто вода стоит, здесь очень опасно. Корни гниют. Вы уже мне высылаете фотографии, я вижу, чем это заканчивается. Водолей, близнецы, весы нельзя в это время поливать. Есть мульча, есть другие способы, сухой полив. Но вот залив ни в коем случае не проводите. Делаю вот эти акценты все время вот в этом видео. Нельзя, с чего нельзя. Далее, так как мы подкормки делаем внекорневые и корневые, обычные люди делают минеральными удобрениями, да даже органическими. Если мы не поливаем растения, а делаем вот эти подкормки, а подкормки в основном жидкие, это то же самое, мы сбиваем программу дыхания. Поэтому в это время подкормки не проводим тоже, делаем перерыв для растений. Но вот минеральные удобрения, химические фунгициды, естественно, не используем в это время. Вот это опасно для растений.
А теперь рассмотрим то, что можно делать. Казалось бы, что можно все отдыхать, а смотрите, сколько у меня дел. Зеленым написано. Ну, здесь и сад, и огород, и даже лес, цветоводы тоже имеют целый ряд работ. Давайте рассмотрим их. Обрезка садовых растений – это то, что меня очень часто в последнее время спрашивают. Когда можно прищипывать, когда можно обрезать вот эти веточки после плодоношения садовых растений. Вот в Водолее замечательное время, убывающая луна, можно вот эту агрооперацию проводить. Очень хорошо проводить зеленые операции. У нас был до этого Козерог, проводили зеленые операции. И сейчас тоже очень хорошо вот этот весь период. Постарайтесь 28 июня до 20 часов эти работы сделать с обрезками, потому что следующий знак у нас будет стихия воды. А значит, там будет опасно вот проводить вот эти все обрезки. Мы можем и грибковые заболевания могут, и вирусы попасть в раночки, так что будьте внимательны, это очень важно. Далее, обработка растений против вредителей болезней. Практически можно всеми препаратами, кроме химических фунгицидов. Ну, если это на улице, под открытым небом, можете и их использовать, но будьте внимательны для теплиц. Сейчас очень жарко. И обработку проводите очень-очень поздно, как можно позже, для того, чтобы растения не так угнетались. Мало того, что это жара, и еще потом обработки против вредителей и болезней. Если это биопрепараты, то это легко проходит, а вот если это химические фунгициды, да еще закрытое пространство и жара, растения начинают листики подгорать. Поэтому будьте добры, проводите обработки, но очень внимательно и щадите свои растения. Очень хорошо в это время собирать урожай в саду, на грядках, в теплицах и заготовки делать для длительного хранения. На зиму делайте заготовки. Все абсолютно можно собирать и заготавливать. И можно заморозку делать, и сушку. Все очень хорошо получается. Мало воды в листиках и в плодах, и получаются хрустящие огурчики, очень вкусная зеленушка, замороженная, засушенная, все, и цвет сохраняется, и очень хорошая качественная продукция получается. В это время убывающей луны очень хорошо собирать корни лекарственных растений. Именно в корнях на убывающей луне наибольшее количество вот этих нужных питательных веществ. Если есть такие растения, у которых можно корни собирать, пожалуйста, собирайте, это очень будет хорошо. Далее, у многих уже у нас созревают на цветниках луковицы цветочных растений. Выкапывать пора. Выкапывайте, очень хорошее время. А также собирайте семена. Если созрели семена, знак стихии воздуха, тоже очень хорошее время в знаке Водолей. Итак, сегодня Раиса Греченко, Александр Волик рассмотрели очень важные 2 дня агрогороскоп, работы. Мы спланировали для себя уже, что мы будем и когда делать. И это, кстати, очень помогает правильно спланировать все свои работы и все успевать. Тем более такой большой объем работ, все мы успеваем. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. И желаем еще раз вам хорошего урожая. И такая важная подсказочка. Заготавливайте сейчас все, что созрело. Может быть, что через неделю уже не будет что заготавливать. Куда-то денется урожай, что-то еще произойдет. Я желаю все-таки, чтобы у вас была хорошая погода, чтобы у вас было хорошее настроение, позитива вам и вкусных заготовок на зиму. Пока-пока.